Всем привет-привет! Сегодня хочу вам показать вот такой узор. Назвала я его «Не раскрывшиеся бутоны тюльпана». Очень необычный. Сразу же покажу его изнаночную сторону. Ее тоже, кстати, можно использовать как лицевую. Она тоже выглядит очень интересно. Узор он такой объемный, рельефный получается. Очень хорошо он подойдет для вязаного пледа. И также им можно выполнять снуды. За счет того, что узор очень красиво выглядит с двух сторон, снуд будет красиво смотреться, и также плед тоже. Напишите в комментариях, что бы вы связали таким узором. Вяжется узор максимально просто. Он состоит всего лишь из двух элементов. Из вот такой вот ракушки и из шишечки, которая выполняется как пышный столбик. Для вязания узора набираем цепочку из воздушных петель. Количество петель должно делиться на 8. Затем выполняем еще 4 воздушные петли подъема. И теперь отсчитываем от крючка 7 петель и с 8 будем вязать 3 столбика с 2 накидами. В 8 вяжем 3 столбика с 2 накидами. Две воздушных и еще 3 столбика с 2 накидами в ту же самую петлю. Затем выполняем 1 накид на крючок, отступаем 3 петли и в 4 будем вязать пышный столбик, выполняя 7 вытягиваний нити рабочей. Первое вытягивание, накид, второе, накид, третье, накид, четвертое, накид, пятое, накид, шестое и накид, седьмое. Затем протягиваем рабочую нить через все петли, кроме последней. На крючке 2 петли и их провязываем 2 вместе. Вот такой пышный столбик получается в виде шишечки. Дальше вновь выполняем вот такую же ракушку из столбиков с 2 накидами. Отступаем 3 петли и начиная с 4 выполняем. То есть узор уже начинает повторяться. Дальше опять 2 воздушных. То есть раппорт узора состоит из пышного столбика и ракушки. И мы их вяжем, чередуя до конца ряда. Между элементами по 3 воздушных пропускаем. Таким образом продолжаю вязать. Сейчас выполняю нашу ракушку до конца, провязываю еще 3 столбика с 2 накидами в ту же самую петлю. И дальше опять начиная с 4 петли вяжем пышный столбик. Так выполняем ряд до конца. Смотрите, я уже провязала практически ряд до конца, закончила ракушкой. И теперь мы вяжем столбик с 2 накидами, пропустив 3 петельки в 4, то есть в последнюю петлю цепочки. Приступаем к вязанию следующего ряда. Выполняем 2 воздушные, разворачиваем вязание. И теперь будем вязать лицевой рельефный столбик с 1 накидом. Я выполнила накид на крючок, подхватываю столбик из нижележащего ряда
И выполняем лицевой рельефный. Накид. Следующий столбик подхватываю. И третий рельефный столбик выполняю. Затем 5 воздушных. Смотрите, разворачиваю вязание лицевой стороной к себе. И вот видите, дырочка, откуда мы вязали ракушку, в нее ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Еще раз делаю 5 воздушных. Разворачиваю вязание обратно, изнаночной стороной к себе. И выполняю еще 3 лицевых рельефных столбика под следующую тройку столбиков ракушки. Вот сюда мы связали уже 3 рельефных, вяжем сюда. Вот что получилось. Это изнаночная сторона. И вот так вот выглядит лицевая. Далее выполняем 2 воздушных. Опять дошли до ракушки и вяжем на ракушке точно такой же элемент. То есть сначала 3 столбика рельефных лицевых с одним накидом. И затем вновь 5 воздушных. Повернули вязание. И в отверстие, куда мы вязали ракушку, вводим крючок и столбик без накида. 5 воздушных. Вновь поворачиваем вязание изнанкой к себе. И последние 3 столбика ракушки вяжем лицевые рельефные. То есть я подхватила сам столбик. Таким образом мы вяжем элементы над ракушками, между ними 2 воздушных. То есть над пышным столбиком мы выполняем 2 воздушных. И опять идет ракушка, вяжем точно такой же элемент из рельефных столбиков. Я уже выполнила ряд до конца. И заканчиваем ряд. Мы вяжем полустолбик с накидом, воздушную цепочку подъема. То есть верхнюю петлю цепочки я подхватываю. Вытянула рабочую нить и через все 3 петли протягиваю. Дальше 4 воздушных. И разворачиваем наше вязание. Вот как выглядит лицевая сторона. Сейчас мы будем вязать 3 столбика с 2 накидами в ту же самую петельку, откуда идут вот у меня воздушные петли подъема. Дальше будем выполнять опять такой же вот пышный столбик. Вот посмотрите, вот эта галочка идет, и вот внутри нее есть воздушный мостик из 2 воздушных петель. Под него подвожу крючок и выполняю 7 вытягиваний рабочей нити.
И точно так же провожу рабочую нить через все петли, кроме одной последней, и затем 2 последних провязываю. Дальше будем вязать 3 столбика с 2 накидами. Посмотрите, вот у нас шишечка с прошлого ряда, и вот над ней есть мостик, также из 2 воздушных петель. Под него и будем вязать ракушку. Три столбика провязала, 2 воздушных и еще 3 столбика с 2 накидами под тот же мостик. Вот ракушка готова. То есть фактически мы повторяем уже первый ряд, только у нас все элементы сдвинуты на пол раппорта, то есть над шишечками ракушки, а шишечки над ракушками. И дальше мы выполняем опять пышный столбик шишечку. То есть вот эта галочка у нас вот здесь, вот внутри нее есть воздушный мостик. И таким образом мы чередуем ракушку и шишечку до конца ряда. Заканчивается ряд шишечкой, и дальше мы будем вязать только половинку ракушки. Делаем 2 накида на крючок и воздушную петлю подъема вводим крючок и свяжем в нее 4 столбика с 2 накидами. Две воздушных для подъема, разворачиваем вязание, вяжем 3 лицевых рельефных столбика с 1 накидом. Вот здесь у меня 4 столбика, я первый столбик пропускаю и второй подхватываю, вяжем лицевые столбики 3 штуки, второй столбик и третий. Дальше 2 воздушные над шишечкой. И опять идет наша ракушка. Вяжем вот сюда 3 рельефных столбика с накидом. Дальше 5 воздушных. Вновь поворачиваем вязание лицевой стороной к себе. И сейчас мы будем подхватывать шишечку. Посмотрите, я завожу крючок вот под эту верхушку шишечки. Протягиваю туда рабочую нить и сразу же ее вытягиваю в петлю. 5 воздушных. И возвращаемся на изнаночную сторону. Выполняем 3 рельефных столбика под следующую часть ракушки. Вот что получилось по изнанке и по лицевой стороне. То есть вот у нас такая галочка получилась, и она подсоединена к верхушке шишечки. Продолжаем вязать ряд. Над шишечкой предыдущего ряда мы выполняем 2 воздушных. Опять подходим к ракушке и вяжем точно так же вот рельефные столбики с захватом шишечки по лицевой стороне. И таким образом мы выполняем весь ряд до конца. Над шишечкой 2 воздушных, над ракушечкой вот такой вот элемент из рельефных столбиков. Посмотрите, как мы заканчиваем ряд. Вот я провязала 2 воздушных над шишечкой, и дальше у нас ракушка только половинка ракушки. Мы выполняем 3 рельефных столбика. И полустолбик с накидом в воздушную петлю подъема.
Дальше 4 воздушных. И разворачиваем вязание. Будем выполнять ракушку. Вот у нас ближайший мостик из 2 воздушных петель. Под него выполняем ракушку. Вяжем 3 столбика с 2 накидами. Две воздушных. И еще 3 столбика с 2 накидами. Дальше будем выполнять шишечку из пышного столбика. Посмотрите, вот она, галочка идет. Вот также внутри галочки есть мостик. Из 2 воздушных выполняем шишечку, то есть делаем 7 вытягиваний рабочей нити через накид. Все, и таким образом чередуем ракушку и шишечку до конца ряда. Заканчивается ряд ракушкой. И дальше мы вяжем столбик с 2 накидами в воздушную цепочку подъема. Дальше 2 воздушных. Разворачиваем. И выполняем над ракушкой, над одной ее частью, 3 лицевых рельефных столбика. Затем 5 воздушных. Поворачиваем, опять лицом к себе и захватываем шишечку. Опять 5 воздушных. И возвращаемся на изнаночную сторону. Вяжем 3 столбика лицевых рельефных под вторую часть ракушки. Опять же, дальше над шишечкой 2 воздушных. И вновь формируем точно такой же элемент над ракушкой. Таким образом вяжем до конца ряда, чередуя 2 воздушных и вот этот вот элемент с захватом шишечки. И заканчиваем ряд. Вяжем полустолбик с накидом в воздушную цепочку подъема. На этом раппорт узора в высоту готов. Дальше мы вяжем, постоянно повторяя, со 2 по 6 ряды. Только захват шишечки уже ведем при помощи соединительного столбика за саму шишечку, потому что во 2 ряду мы захват проводили воздушной цепочки, так как у нас ниже шишечек не было. Если вам понравился такой узор, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, оставляйте комментарии. А на этом у меня все. Всем пока-пока.